Привет, это Сережа Рассказов, и я начинаю новый спецвыпуск на своем YouTube-канале. Он будет посвящен 100 лучшим плакатам за последний год, которые собраны в Швейцарии, Германии и Австрии. Я собираюсь провести спецрепортаж и рассказать о каждом из плакатов, представленных на этой выставке, и рассказать о мельчайших деталях каждого плаката, о техниках печати, об авторах, о особенностях композиции и о графических приемах, которые были в них использованы. Каждый из этих плакатов висел на улицах, он имел свой тираж, своего заказчика, выполнял свою задачу, был украшением для городского пространства и обладает определенными выразительными качествами. Это не только функциональные вещи, но они еще и красивые вещи, вещи, демонстрирующие высшее качество графического дизайна, техник печати. Этот проект будет состоять из нескольких частей. Вы сейчас смотрите первую часть, обязательно будет вторая, возможно, третья, возможно, эпилог. И потому что плакатов очень много, на этой выставке представлены 100 плакатов. На самом деле их здесь порядка 150, потому что за один плакат считается серия из плакатов. Цифровой печатью, как бы это ни было удивительно, сделаны 42 плаката, 25 сделаны офсетом. И также еще 33 плаката сделаны шелкографией или смешанными какими-то экспериментальными техниками. Например, один из плакатов сделан полностью леттерпрессом и высоким набором. И это уникальная вещь, я вам ее обязательно покажу. Теперь к нашему формату. Я сейчас отправлюсь и буду рассказывать о каждом из плакатов по отдельности. Буду зумить, показывать мелкие детали. И, конечно, надеюсь, я смогу вас вдохновить и немножко изменить ваше мнение о том, как вообще стоит делать плакаты. Потому что, мне кажется, у нас существуют определенные ограничения, которые мы сами себе ставим, о том, что что-то может не прочитаться, что-то может не сработать. И этот спецпроект призван раскрепостить вас, открыть вам глаза и дать вам новые выразительные инструменты в плакатном и каком-либо ином искусстве, потому что большинство визуальных вещей, от сториза в Инстаграме, заканчивая книгой и обложкой, это все плакат. Добро пожаловать, мы начинаем. И приятного просмотра, вдохновляйтесь, оставляйте комментарии, фиксируйте все, что я вам рассказываю. Будет интересно. Первая работа, о которой я хочу рассказать, это вот этот проект. Это швейцарский проект, который сделали, напечатали этот плакат офсетом в 4 пантона. Ярко-оранжевый, неоновый, зеленый, серебряный и черный. И выглядит это просто фантастически круто. Выглядит, как будто бы это шелкография, но это не шелкография, потому что тут идеально сходятся все линии в центре, все совпадения краски великолепно уложены, максимально точно все напечатано. Этот плакат мне очень сильно напоминает работы Патрика Томаса из Берлина, поэтому я бы за оригинальность этот плакат бы не хвалил, но за качество исполнения он просто идеален. Еще здесь особенно выделяются вот эти маркеры, как будто бы метки реза, которые делят плакат и создают ему дополнительные точки фиксации всех этих элементов на листе. Этим этот плакат очень удался. Это номер 1, это коммерческая работа, как и большинство из тех, которые я вам буду показывать. Следующая работа. В данном случае это уже шелкография. Великолепная шелкография в 3 краски, в черную, зеленую и бледно такую бирюзовую. Качество шелкографии, вообще растра, вот того, как сделана сетка, просто впечатляет. Просто посмотрите, какая деталь, какие детали каждого из этих элементов. Вот этот глаз, вот эти точки, кружочки, они просто идеальные. Редко бывает такое, что у шелкографской работы существует такая внимательность к деталям. Еще насчет композиции. Мне нравится, что это плакат перевертыш, то есть на самом деле его можно клеить хоть вверх ногами, хоть как угодно, то есть можно чередовать, миксовать, если тираж выполнен из нескольких работ, потому что текст идет по кругу, надписи тоже перевернуты, и
И даже глаза на самом деле может тоже переворачивать спокойно. Получается очень интересная работа. Но качество печати, совпадение всех элементов между собой просто великолепно. Следующий проект, их тут 3. Это 3 плаката, 1 серия. Это снова офсет. Офсет, выполненный просто невероятно яркими пантонами. Просто посмотрите, насколько они хороши. Красный, он по-настоящему красный. Зеленый, зеленый. Фиолетово-синий тоже очень приятного такого оттенка. И желтый, конечно, очень яркий. И все, как это сочетается, как точно совпадают все линии и детали, это просто впечатляет. Мне нравится вот этот черный композиционный элемент, который присутствует у каждого из плакатов снизу. Также мне здесь нравится, как поставлена подпись автора, очень лаконично в верхнем углу. И больше всего мне нравится вот этот плакат из 3. У него главное достоинство в том, что у нас, во-первых, есть новый дополнительный элемент. Это вот эта муарная сетка в виде кружочков. И является дополнительный 3-й слой полутонов, выполненный при помощи этой сетки. Плюс здесь очень классная композиция. Есть другой синий, не такой фиолетовый, как на тех 2. Здесь прямо ярко-синий. Дополнительно композиция этого плаката самая лучшая, она самая динамичная. У нас есть вот это вот буквально золотое сечение. И обратите внимание, что вот эти круги, овалы, они иногда превращаются вот в эти овалы. Детали тела — это тоже как бы одна единая круглая композиция. Ну, то есть это, я считаю, плакат-шедевр. Думаю, он здесь оказался именно поэтому. Следующий плакат, о котором я хочу рассказать, это цифровая печать. Наконец-то, но цифровая печать особенная, потому что здесь, кроме печати черным цветом, очень ярко, четко, для этого цифровая печать очень хороша. Существует здесь дополнительный слой, вот этот полусеребристый такой. Это какая-то полимерная пленка, я не знаю, что это за технология печати. И поэтому тут, возможно, вы в курсе, возможно, вы мне расскажете, как это сделано. И уникальность этого плаката заключается в том, что, во-первых, у нас есть такие обломки из логотипа или из букв этого музея современного искусства, которые расположены на этом плакате. И 2 фотографии, растрированных сеткой, и одна наложена под буквы, а вторая над буквами. И вот этот эффект полупрозрачности здесь работает фантастически круто. Хочу обратить внимание на то, как наклеен этот плакат. Он выполнен на очень нежной бумаге, и при наклеивании он пострадал. И тут вы как раз можете видеть на этой выставке, что это не какие-то пенокартоны с накатанными ненастоящими плакатами, это все оригиналы. И вживую на городских улицах плакаты тоже также клеятся. И, соответственно, с какими-то недостатками, неточностями. Так бывает, это жизнь, и это тоже часть плаката. То, как он наклеен, то, как он работает. Это очень важно. Поехали дальше. Это мой фаворит на этой выставке. По моему мнению, это один из лучших плакатов, которые я здесь видел, которые я видел вообще, и которые я очень хочу в свою коллекцию. Это плакат Даффи Кюне, снова швейцарца. И он выполнен полностью при помощи леттерпресса. И вы можете увидеть каждую мельчайшую деталь, каждую буковку, каждый элемент выполнен при помощи либо полимерных пленок, либо при помощи металлического набора, прямо литер деревянных или металлических. И все это выглядит просто фантастически. Бумага, цвет, то, как краска легла, как она растеклась вот в этих определенных элементах и моментах. Это просто шедевр. Обратите внимание, какая симметричная здесь композиция, накладывание вот этого синего тонетского стула, а сверху него отдельным слоем напечатана красная вот эта форма современного пластикового стула. И вот в этом углу
эта же метафора обыграна при помощи стрелочек и зигзагов, то, как написан копирайт. Это просто великолепно. Даже я не знаю, мне кажется, это и не только лучший плакат на этой выставке и самый аккуратно сделанный. Здесь все напечатано вручную, руками, но и, наверное, это одна из лучших работ Даффи Кюна. Следующий проект, о котором я хочу рассказать, это плакат для биеннале визуальных искусств в Веве, небольшом городе недалеко отсюда. И главная особенность этого плаката заключается в том, что он напечатан на очень приятной такой, знаете, жемчужной бумаге. И он был напечатан всеми цветами вообще возможных шелкографских красок и различными вот такими композициями абстрактными. Обязательно найдите вот этот проект. Мне он понравился тем, что здесь очень интересная и оригинальная композиция. Здесь есть вокруг плаката рамочка, она обрамляет текст. Иногда она белая, иногда она фиолетовая. По углам она фиолетовая, а в остальных местах она белая, как бы ее нет. Внизу расположены спонсоры, но самый любимый мой кусочек, он вот здесь. Это то, как точка совпадает с рисунком, как она выходит на чуть-чуть на долю за его пределы, то, как вот этот рисунок дальше разрезает двойку и как бы распарывает плоскость плаката, но при этом сама семерка, она на переднем плане. Это очень круто сделано. В общем, очень приятная генеративная графика. К сожалению, у меня этого плаката нету в коллекции, но это был один из первых плакатов, которые я видел, когда я переехал в Швейцарию. Дальше. Это плакат, сделанный для галереи, который находится примерно в 20 минутах ходьбы отсюда. Находится она в Лозанне. И это снова шелкография, как и предыдущий плакат. Но здесь идет комбинация цифровой печати и шелкографии. Вы можете увидеть вот эта вот интересная такая форма. Здесь изображена шерсть. При помощи шерсти изображен какой-то пейзаж. И вот эта форма фотографии, она напечатана была сначала, потом сверху был напечатан голубой и оранжевый цвет, а уже поверх них всех был напечатан черный цвет, и получилась вот такая многослойная композиция. Даже видны места пересечения красок. Но при этом все напечатано идеально точно, все элементы между собой совпадают, тексты. Просто обычно, когда мы делаем шелкографию, иногда мы специально нарушаем целостность, специально как бы показываем это шелкографией. Видите, слои не совпали, но здесь все сделано максимально точно, максимально ярко. И здесь снова же есть такая композиция, как и на предыдущем плакате, где рамочка обрамляет куски букв. Вот здесь, если в предыдущем плакате прямо буква F, она была расположена ровно по центру, и вот здесь вот эта сетка, она прям прослеживалась, это центральная линия, то здесь композиция смещена в бок, хотя можно было бы сделать ее центральной. Уникальная вышла композиция. Внизу просто данные о том, где это проходит, и кто организатор, сайт, адрес. Но вот эти элементы, они великолепно работают. Здорово, очень красиво. Это 8-й плакат, о котором я хочу рассказать. Я уже устал. Это очень простой плакат. Это просто цифровая печать черной краской. Здесь всего 2 фразы, 2 слова и место проведения мероприятия. Но плакат сделан настолько мощно визуально. Вот эти белые контрформы в черном фоне, они очень акцентно работают. Самая крупная контрформа вот здесь, в нашем рабочем правом верхнем углу композиционном, и надпись тоже в этом же углу расположена. Очень красивая работа, очень простая, при этом заливка краски просто мощная, очень черный цвет. Следующий плакат, который идет в выставке, мне показался особенным только благодаря особенности его наклейки на этот носитель. Здесь в углу плаката есть
вот такая строчка со всеми копирайтами, именем автора, и при наклеивании она вся сломалась, она поехала вот такой кривой, и вся остальная, мне кажется, она очень формальная композиция, ничего особенного, но вот то, как эта строчка получилась, это прекрасно демонстрирует то, что, ну вот так уж вышло. То же самое касается следующего плаката, вот этого. На нем напечатан логотип Цюрихской выставки, и он потек. Наверное, когда наклеивали, клей немножко растворил краску, и она вот так вот исказилась, и вот эти потеки, они добавляют определенного шарма этому плакату, несмотря на то, что вообще сама композиция, она очень мощная, такой постмодернистский ход, большая форма, поменьше, еще меньше, и цвета баухаусовские, красный, синий, и желтый, и шрифт вот такой очень брутальный, да, и ультравайд гротеск, жирный, сверхжирный. Но композиция, она очень хорошо сложилась, то есть у нас есть большая масса, поменьше, и мелкий текст, подпись внизу этого плаката. Следующая серия из 3 плакатов, она мне очень нравится. Тут как раз пример грамотной работы с типографикой и с фотографией. Фотографии — это полностью ЧБ-плакаты, цифровая печать, но это настолько хорошо композиционно сделано, вы просто посмотрите, насколько вот эта фотография, вот этот столб какой-то черный, как он хорошо дружит с этой надписью Entries, а здесь вот for, и вот эти 2 элемента, они очень хорошо держат композицию. Вот цифры встали сюда. А самое смешное, кто-то внизу этого плаката, вот здесь, написал просто замазкой свой ник, name, я не знаю, и оно получилось очень мило и дополняет, и перекликается со следующим плакатом, где просто, снова же, это у нас композиция с датой, годом и адресом сайта. Вот она здесь везде повторяется. И каждый раз композиция совершенно новая. Вот с этой фотографией очень хорошо здесь буква А таким гличем растянулась, и G тоже, или C. Вот, великолепные вещи. 3 плакат, мне кажется, самым неинтересным, но, возможно, если вам он кажется иным, скажите, но мне кажется, вот 1 он самый идеальный, 2 тоже крут, 3 он более какой-то формальный, то есть у нас есть просто фотография, с ней нету никакого взаимодействия. Таково мое мнение. Пойдемте дальше на следующий ряд. Так, что-то у меня дальше. Да, простите. Я не могу все по памяти делать. У меня есть шпаргалка. Yeah. Do you know that this is the last day? Так. Это Digital, друг. Это цифровая печать. Просто цифровая печать. Это красный цвет, он напечатан цифрой. Очень удивительно качественно. Просто я бы не поверил, что это просто цифра. Никогда. Но, видите, эти все потертости, отваливающуюся краску, ее один раз просто кто-то нанес, наклеил, и все сломалось. Просто из-за того, что это цифра, и это ее недостаток. Почти как ризография, то есть вот это лазерный порошок, он прямо отваливается от этого плаката. Но при этом композиция мне нравится, она в духе типичного швейцарского дизайна, хотя и сделана в Германии. Такой прямо Реннер молодой. Следующий плакат великолепен. Он меня очень впечатляет. Это тоже цифровая печать, только от нее ничего не отвалилось. Смотрите, какой он точный, он блестит, он глянцевый, он... Такая композиция вот этой воды, вот вы прям чувствуете, это посвящено какой-то выставке, связанной с водой, Нойбаде.
Обязательно зайду на сайт, изучу, что это такое, но он шикарен. Я не знаю, как комментировать этот плакат. С ним все хорошо, с ним все в порядке. Мне нравятся вот эти маленькие точечки. Ну вот качество печати, это, наверное, самое лучшее качество печати цифровой на этой выставке. Потому что, если вы взглянете на следующий плакат, здесь качество намного хуже. Здесь есть такой шум, хотя, возможно, шум на этом плакате добавлен специально, умышленно, потому что он добавляет дополнительный слой, потому что буквы напечатаны очень четко, а здесь есть прям такие серые растровые эффекты, которые позволяют создать первый уровень, второй уровень и третий уровень, уже буквы написанные поверх этой формы. Так, ничего особенного, только вот этот трехуровневость, которая создается, можно сказать, что оптически виртуально. Следующие серии плакатов, они наклеены вот 2 здесь и 1 вот тут, просто сногсшибательны. Это не шелкография, это офсет. Офсет, который прикидывается шелкографией, потому что здесь есть и растровая сетка такая, и цвета, какие здесь подобраны, они просто великолепны. И вот этот серый оттенок, я прям чувствую переход, как вот поверх белой бумаги, вот такой немножко мелованной, напечатана серая матовая краска вот этого фона, голубого, розового, черного, оранжевого. Это просто фантастика. Я ничего более аккуратного, точного и приятного визуально не видел никогда в жизни. Я думаю, что камера не сможет передать оттенок вот этого розового и серого, как они сочетаются между собой, контрастируют и до пульсации прямо. Но, надеюсь, вы чего-то увидите. Особенность еще композиции этого плаката. Здесь у нас есть 3 строчки, а вот здесь вот 2. И есть определенный ритм более узкого и более широкой формы. Очень круто смотрится. И 3-й плакат. Здесь также есть 3 строчки текста. Более узкая композиция. Но, конечно, вот с кружочком, с муарной сеткой, мне он больше всего нравится вот тот. Но этот тоже очень хорош. Здесь есть вот эти 2 элемента, которые очень хорошо добавляют энергии этому плакату. Следующий плакат очень простой. Примитивная, я бы даже сказал, это такая бетонная поэзия, concrete poetry. И такое впечатление, что этот плакат был сделан в мелком размере, напечатан, а потом был очень сильно увеличен. Видите, вокруг каждой из букв есть вот этот паттерн, узор от технологии печати, небольшая растушевка. И Concrete Poetry, если вам интересно, обязательно погуглите, что это такое. Это невероятно определенный стиль визуальной поэзии. Это примерно как то, что делал Маяковский, только это делали швейцарцы в 60-е годы. И мне здесь нравится, как вот эта рукотворность появилась при увеличении мелко напечатанных текстов. Теперь эти буквы выглядят, как будто бы они были или как будто бы они рукотворны, хотя это просто увеличение напечатанного текста. Но очень круто получилось. Следующий плакат – это офсет, но напечатанный с бронзовой краской. То есть вот эти композиции, еще здесь очень приятная вот эта композиция, которая делит фотографию. Здесь у нас вид сверху, здесь какой-то вид сбоку и 2 просто каких-то текстуры. На самом деле, увидите этот плакат на улице, он бы меня не привлек, а вот на выставке он очень хорошо работает. И здесь есть вот этот логотип А и К, или что-то такое, или Z еще здесь есть. И вот этот логотип, он очень хорошо работает. И я так понимаю, к нему же отсылка вот здесь, в этой композиции. Обратите внимание, текст читается, я бы не сказал, что очень хорошо. Иногда он просто сливается какие-то элементы букв с композиции. Но нам
интересно рассмотреть и разглядеть этот плакат. И как бы тут появляется второй такой уровень привлечения внимания. То, как этот плакат играет в свете, в солнце, на улице. И здесь такой шрифт, снова же очень широкий, очень приятный, с приятными срезами, с завышенными талиями. Здорово. Следующий плакат посвящен, я не знаю чему. Это просто цифровая печать. Видите, причем качество печати, качество фотографии, оно не очень высокое, здесь очень много шума, но он привлекает, как вы понимаете, внимание совсем другими инструментами. И здесь мне как графику сказать особо нечего, кроме того, что у нас есть очень классная фотография, большая, акцентная, которая делает этот плакат, но при этом есть по каждому углу типографические элементы, которые держат композицию. И это здорово работает. Да, и обратить внимание, здесь есть у этого плаката при этом все равно есть сетка. Причем эта сетка, она очень хорошо сочетается с типографическими элементами. Видите? Все очень организовано. Ну, это просто цифровая печать, прикиньте. Цифровая печать, которая прикидывается офсетом или шелкографией. Но это просто серый, он напечатан. Я прямо вижу, как здесь смешивались разные цвета. Синий тоже такой получился не идеальный, не такой синий, как на предыдущих плакатах. Он такой блекловатый. То есть это просто цифра. Но при этом в городской среде она не выглядит как цифра, он выглядит как будто бы это серебро и синий. То есть вот это сочетание минимальными средствами достигнуто. По композиции здесь есть огромный заголовок. Вы в видео прочитаете. Я с такого расстояния не могу понять, что здесь написано. Это, наверное, буква 7 или У, или это буква К. Сложно увидеть, вы увидите. И внизу есть очень хороший такой маленький копирайтик. То есть у нас есть большие элементы, поменьше и еще меньше. И точечка. Еще один швейцарский плакат. Здесь очень любят серебряную краску. И он здесь тоже напечатан серебряной краской. Но это шелкография. Шелкография сделана просто фантастически искусно. То есть вот эта вся фотография, она вся, это сетка. Это все трафарет. Он настолько аккуратно и точно напечатан, хотя местами есть какие-то проблески серебряной краски, они вот тут вот прям просачиваются, я не смог это сфотографировать, но вы поверьте, это любопытно смотрится. И очень классная, снова же, композиция. У нас есть огромный кегль, все, как швейцарцы завещали, это швейцарский плакат. Огромные буквы серебряные, причем обратите внимание, как они сочетаются с, ну, вот эта буква А, то есть вот эта вот буква С, она прямо обрезает и начинает стартовая точка для фотографии. И наверху вот такое же расстояние, как здесь и здесь. У нас есть определенный ритм, определенные сетки, у нас есть кегль поменьше и еще меньше уже за пределами фотографии. Все сидит идеально, это серебряная краска, очень хорошо все сверстано. Местами сделаны большие разрывы, вот, например, адрес сайта, у нас здесь есть точечки, и вот эта точечка, она совпадает с буквой У в этом моменте. Это такая деталь вообще, это прям сделано осознанно. Просто здесь... И каждая деталь, вот, например, HHH, они привязаны к этой букве U, потому что во французской типографике всегда после времени пишется буква H, чтобы как бы обозначить это время. Так уж они делают. И вот автор этот H впихнул сюда, в это расписание. Очень красиво. Просто я любуюсь, мечтаю этот плакат тоже себе заполучить в коллекцию. А если я не рассказывал, то у меня есть коллекция порядка 500 плакатов уличных. Я их уже показывал 4 на выставках в России, в Самаре, в Петербурге. И
Конечно, конечно, в моей коллекции уже прибавилось много швейцарских плакатов. Некоторые из них есть на этой выставке. Все свои плакаты в своей коллекции я принципиально снимаю с улиц. Когда происходит мероприятие, оно завершается, а я вижу, еще плакат висит, и прежде чем его заклеили новым, или прежде чем его содрали, я успеваю размочить, как-то снять суметь и забираю его себе в коллекцию. Обычно мои плакаты очень подранные, но в этом весь смысл. То есть они взяты с реальных улиц. Это не что-то сделанное для выставок. Это реальные объекты. Вот. И здесь мы тоже на этой выставке видим реальные объекты. Они все настоящие. Вот эти плакаты есть в моей коллекции. Я их видел на улицах городов швейцарских. И очень много раз. Это все шелкография. Великолепно. Я очень аккуратно, качественно сделанная шелкография в несколько цветов. С желтой, сине-зеленым, красный с розовым. Это все очень красивые вещи. Посмотрите, как идеально, грамотно идет работа с сочетанием разных шрифтов, кеглей. Особенность этих плакатов заключается в том, чтобы все это объединить, вот эту композицию. Здесь наложен дополнительный слой вот такой сетки из точечек. И эта сетка, она их прямо вторым дополнительным слоем объединяет все, что расположено на этих плакатах. А расположены очень сложные композиции, фотографии, графические объекты. Причем, обратите внимание, графические объекты согласованы с этой сеткой. Вот стартовые точки, и они задают этот элемент. Вот здесь вот есть стартовые точки, они задают вот тот элемент. Все по сетке. Вот. Так же, как и здесь, вот видите, тоже есть точки, и все с ними согласовано. Качество печати тоже великолепно. Снова же смотрите, вот сетка. Все в ней сидит. Обратите внимание, как вот здесь вот хорошо идет сочетание этих элементов между собой. Наверное, вот это мой любимый плакат. Здесь есть вот такие формы, и они очень хорошо связывают всю композицию. Она, наверное, получилась идеальной. И вот как здесь вот обрезана фотография. Фантастика. Следующий плакат – это еще раз цифровая печать, которая прикидывается шелкографией, но это студенческая работа. То есть вот этот плакат, он сделан студентом в Германии, я не знаю по какому из заказов, но это вот такая более выразительная вещь. Но этот вот студент, один из 7 студентов, которые вот попали на эту выставку. Следующая коллекция из 3 плакатов, сделанная, не знаю, для какой-то выставки. Здесь что-то про картофель, например. Здесь что-то про карты и музыку. То есть абсолютно абстрактные 3 композиции, выполненные при помощи офсета очень красивыми понтонами. Это немецкие плакаты. Они выполнены в более маленьком формате. Не так много маленьких форматов здесь на этой выставке, но это вот такой формат А2. Вроде это А2. Очень простая композиция, очень простая типографика. Здесь очень простая сетка, раз, два, три. Но то, как это все дружит между собой, выглядит очень эффектно. Мне больше всего нравится вот эти 2 сочетания синего с фиолетовым. И мне больше всего нравится, как здесь вот раскомпоновались вот эти все удары типографические. Все, как Мюллер-Брокман завещал. Следующая серия из 3 плакатов. Мне их сложно комментировать. Здесь ничего особенного с точки зрения графики. Это просто CGI, который очень хорошо, качественно сделан. Разве что я бы упомянул, что здесь очень красиво подобран шрифт. И вот этот ритм логотипа, я так понимаю, это просто логотип этой музыкального, я не знаю, центра. И здесь есть вот этот ряд Фибоначчи, выполненный вот этими ударами. Очень красивая работа. Больше прокомментировать нечего, ничего особенного. Это великолепная серия плакатов. Они мне очень нравятся.
это шелкография. Да-да, вот очень сложно понять, где шелкография, где нет, но здесь есть определенный секрет. Вот этот первый плакат – это цифра, это прям вот видно, очень плохая цифровая печать. А вот эти два плаката – это шелкография. Я не знаю, может быть, пострадал первоначальный вариант этого плаката, вот этого, и его перепечатали. Я не знаю, что случилось, но тут вот просто все сломалось. И вот, но благодаря вот этой композиции, благодаря вот этой триптиху, вы можете сейчас увидеть, насколько шелкография выигрывает по сравнению с цифровой печатью. Посмотрите, насколько очень блеклые цвета, какая плохая печать серым, насколько неровный, некачественный получился контур у букв. При этом вот здесь все шикарно. Вот эти два плаката, вот этот розовый, вот этот красный такого приятного оттенка, это зеленый, это фиолетовый, их просто невозможно было бы воспроизвести не шелкографией. Причем вот этот муар, определенный шарм, шум вот этой фотографии, он просто великолепен. И причем здесь разные совершенно использованы фотографии, разная сетка, по-разному они растрированы, по-разному напечатаны, немножко есть расхождение, совсем небольшое, но вот этот плакат, он, наверное, лучший. Здесь у нас есть 4 объекта, 4 фотографии, которые делят плакат на 4 части. При этом здесь можно было бы просто разделить плакат на 4 части, положить 4 фотографии и все. Но они все расположены со смещением, плюс у нас есть подложка, например, здесь красная, здесь розовая, и она не совпадает с фотографией, то есть она немножко тоже, то есть все немножко смещено, все немножко не точно, не по сетке. И этим этот плакат просто выдающаяся работа композиционная, потому что он при этом все равно композиционно очень хорошо работает, сочетаются шрифты, вот эти наложения одного текста на другой, сочетание сеток, подписей, все немножко не точно. Но вот эта неточность, она создает нужное ощущение, нужную атмосферу, как будто бы ты посмотрел, может быть, Twin Peaks, потому что здесь какие-то странные люди, странные головы, довольно-таки пугающие, может быть, даже формы, позиции, вот эти губы. Шедевр. Очень хорошая работа. Вот этот плакат мой фаворит, эти два не обладают такими качествами. А вот это просто студенческая работа. И причем, я хочу отметить, это просто цифровая печать, которая прикидывается шелкографией, которая прикидывается офсетом, потому что она очень точно напечатана. То есть автор, который ее печатал, он осознавал, что он не хочет прикидываться плохой шелкографией. Он хочет сделать просто красивую работу, очень точную, выверенную, со всеми расстояниями, чтобы все точно сидело, но при этом он хочет добиться ощущения наложения цветов, будто это шелкография или будто это офсет. Но это просто цифра. Я не знаю, как это настолько качественно напечатано цифрой. Фантастика. Я впечатлен. Просто я смотрю и не понимаю. Это очень точно, очень четко. Вау. Ну и сама композиция, ее даже, наверное, нет смысла обсуждать. Смотрите, как идет линия. Тык-тык. Просто мощь. И при этом все углы закрыты. То есть это, наверное, какой-то логотип или аббревиатура места, где проходит выставка. Просто великолепный плакат. Так. Ребята, я устал. Я очень устал. Я показал только треть. Это был 34-й плакат. Наверное, на этом мы сделаем паузу. Увидимся через неделю. Я должен пойти попить водички. А вы обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий. Понравился ли вам этот формат? Нужно ли что-то подробнее рассказывать? Или
наоборот. Хотя это вряд ли, как может хотеть меньше подробностей о такой красоте. И обязательно ставьте колокольчик, подписывайтесь. Через неделю выйдет видео, если оно уже вышло, оно вот здесь вот сейчас всплывет. В следующей части смотрите остальные видео. Подписывайтесь. Благодаря вот этим людям великолепным получилось все это записать, купить оборудование. Эти люди меня поддерживали на Патреоне и Бусти. Вы можете тоже поддержать по ссылке в описании. И, наверное, на этом все. До следующей недели, до встречи. Спасибо, что посмотрели, вдохновились. Надеюсь, я смог как-то вас вдохновить. Пока. Блин, как же это шикарно. Ох, какой он хороший. Какой он, вот чуть-чуть. Все на чуть-чуть. Фантастика.